Народ, всем здорово. Наконец-то я взял отпуск и отличная погода. Я буду сейчас выполнять задуманное. А задумал я еще в том году выехать в 12 часов и проехать сколько могу, поеду на запад. В прошлый раз я ездил на восток в Улан-Удэ. В этот раз из отличий подсидел более высокий. У меня ноги будут разгибаться теперь нормально. Инструмент теперь едет на раме специализированной бутылочки. Ну и вот такая сумочка Lotus. Здесь у меня зарядник нормальный на 20 тысяч мА. Ну и два кабеля USB. Плюс Garmin фонарь Vario T800. План такой, еду до последнего. Сопровождает меня, как обычно, Рита с Викой в этот раз. Едут они. Докуда доеду, там уже по ситуации переночуем и обратно поедем на машине. Минуты идут очень долго. Надеюсь, холодно не будет, как в прошлый раз, когда в мотах было 2 градуса. Ну все, полетел. Долетел до поворота до Мегета за 27 минут. Нормальная средняя, почти 30. Сильно стараюсь, конечно, не гнать, потому что надо силы все-таки рассчитать. В прошлый раз я где-то в это время только выезжал, а сейчас уже 21 километр проехал. Доехал до развязки Ангарской. Саватеевка, Новосибирск. Усольский район. Проехал ЖД мост. Сейчас будет скоро классная, красивая ночная церковь. Сейчас 2:30, но я уже вижу, что светать начинает. После Усолья-Сибирского идет небольшой ремонт участка дороги, но с моим новым фонарем я ехал уверенно, несмотря на отсутствие местами асфальта и разметки. Вот первая сотка. Дальше я даже не ездил. Сейчас гель съем и дальше поеду. Ну все, поехал дальше. Вот я подъезжаю в Черемховский район. Все светлее и светлее. И 3 градуса в низинах. Свежо. Ну все, Рита с Викой проснулись. Сейчас будут выезжать в мою сторону. 135 километров, уже чувствуется усталость, так прилично. Ну это просто я быстро достаточно ехал, старался. Надо темп сбавлять, честно, гелями затариться. Но уже хочется чего-то такого более серьезного покушать. Идеальная тишина. Долго стоять очень холодно. Особенно маленько вспотел. Надо выдвигаться дальше. А вот и солнце. Наконец-то меня сейчас будет пригревать. Поворот в Черемхово проехал. Пельмешки. Эх. Проехал около 140 километров, резко заголодал. Гели и конфеты уже было есть невозможно, но приходилось, чтобы получить энергию. Мечтал о полноценной еде. Вывод: на одних гелях далеко не уедешь. А вот прибыло и подкрепление. Давай здесь, ну. Не, давай на солнце. Сейчас я наконец-то поем нормальной человеческой еды. Греюсь, кушаю вкусняшку. Объелся гелей сладких.
просто жесть, уже не мог их есть. А сейчас вот такие вот курочка и рис, супчик съел. Все, поехали домой. Фу, поел, повалялся, но вообще до сих пор не отогрелся, прям весь промерз. Опытным путем усвоил, при такой длительной поездке необходимо перекусывать каждые 35-50 километров и каждые 70 километров кушать полноценно. Энергия расходуется очень быстро, сам не замечаешь. Когда приходит момент, что ты просто не можешь крутить педали, думаешь, что ты устал, а на самом деле ты просто заголодал. Нужно не доводить себя до этого момента, кушать по расписанию. Уже проехал расстояние, когда Аршана. Дальше поедем. Немножко спотел. Все перекусил, маленько отдохнул, переоделся, разделся и поехал дальше. В общем, примерно договорились каждые 50 километров останавливаться. Где-то перекусить, где-то попить, может одежду сменить. Вот уже 250 километров. Ну все, очередной раз подкрепился и поехал. 3 сотни. Пить нужно много и желательно изотоники, даже ночью. Хоть ночью и нет такой жажды. Я пил при малейшем желании, не экономя изотоник. И колу после того, как покушал. Нужно прислушиваться к организму. Это я понимаю отдых. Загрузился, поел, отдохнул, дальше поехал. Сейчас 335 километров, все, стартанул. Следующая встреча за Тулуном. Вот и Тулунский район. Цель близка. Попал на переезд. Где-то здесь рядом уже Тулун, походу. Напоминает мне ландшафт. Вот и Стелла Тулун. Наконец-то я доехал. Вот этот многострадальный Тулун. Надеюсь, все там сделали уже. Больше не будет подобных инцидентов. Пока едешь, место, которое соприкасается с памперсом, не потеет, но нужно быть внимательным. Пока отдыхаешь в машине или еще где, незаметно можно вспотеть там, и это будет, мягко сказать, неприятным сюрпризом при дальнейшей езде. Я немного сопрел, но мне повезло, так как это было уже в конце поездки. Также, возможно, причиной может быть то, что я последние десятки километров пил просто воду. Слышал, что от воды потовыделения больше. Напишите, что вы знаете об этом в комментариях к видео.
Все, теперь будем каждые 30 пересекаться, потому что скоро потемнеет. Мне надо будет одеваться и зарядники, возможно, брать. Преодолел отметку в 400 километров. До рекорда осталось 12 километров, и я свой рекорд побью. «411 километров» — это мой лучший рекорд, и он будет сейчас побит. Все, 412 километров, свой рекорд побил, буду устанавливать новый. Шейные мышцы заболели, остановился, намазал кремом, сейчас нормально. Здесь чем-то на Шелиховскую объездную походит дорога. Вот уже почти закат. Так вот люто светит Сашин фонарик, если видно на видео. У машин и мотоциклистов нет такого освещения. Здесь я очень сильно заголодал, остановился, перекусил и поехал дальше. Сил уже почти нет, поэтому ничего не снимаю. Запишу, когда уже приеду. Красота! А вот и долгожданные 500 километров. Друзья, с вас лайк, подписывайтесь и присоединяйтесь. Все, 58 минут, мы не стали на гору заезжать, минуту не стал ехать, потому что там гора, припарковаться негде. В общем, вот так вот вышло. Привет, ты в обнимку ложись спать.